Здравствуйте, мои дорогие! Я Алена, и мы с вами уже не встречались почти целый месяц. Сегодня мы спечем пирог. Пирог у нас будет яблочный. Яблоки по сезону сейчас. Заполняются ими уже и рынки, и магазины. У меня сегодня яблочки будут красные, сладенькие. Но можете положить по своему вкусу. Почему-то в моей записной книжке пирог проходит, в моей кулинарной книжке, этот пирог проходит под названием «Французский яблочный пирог». Но почему он называется французским, я тоже не помню. Рецепт очень старый, наверное, лет 25 точно ему. Получается всегда очень быстрый, очень вкусный и совсем не сложный. Продуктов уходит мало и достаточно быстро замешивается все. Нам нужно время только на выпекание. Быстрый, яблочный, вкусный, так сказать, французский пирог. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня для нашего замечательного вкусного яблочного пирога нам понадобится 3 яйца. 3 яйца мы разобьем и добавим сюда сахарный песок. Если у вас мелкие яйца, положите 4 яйца. У меня яйца сегодня крупные. Сюда же отправляем сахарный песок. Сахарный песок у меня 200 грамм. Если у вас нету даже весов, можете все измерять чашечкой. 1 чашка, 1 стакан, мерный стакан у меня 250 миллилитров сахарного песка. И мы это должны взбить. Добавляем щепоточку соли. Сюда же добавляем такую же чашечку, такой же стаканчик растительного масла, 180 миллилитров это, пол чайной ложечки ванилин, у кого что есть, ванильный сахар, ванильная эссенция, 1 чайная ложечка корицы, две чашки уже просеянной муки, видите, все очень быстро, совсем недолгий процесс, так сказать, и получается вкусно. Сюда же отправляем 1 пакетик разрыхлителя, 15 грамм у меня. У кого нет разрыхлителя, 1 чайная ложечка соды. Я перемешивала лопаточкой, но можете все точно так же смешать миксером, как взбивали яйца, так и продолжить все остальное. Здесь у меня 3 крупных яблока. Я не стала вам показывать, как я яблоки нарезала, как я их чистила. Вот такими мелкими кусочками 3 яблока. Отправляем сюда. Тоже в тесто. Все мы перемешали. Оставляем это в сторону. И сейчас мы порежем орехи. Орехи у меня грецкие, буквально горсть. Совсем мало. Я люблю, чтобы орехи чувствовались в этом тесте, поэтому мы их нарезаем немножко крупненько, вот так вот. У кого нет ореха, можете заменить изюмом. У кого нету грецких, положите миндаль, положите фундук, кто что хочет, в принципе, можно сюда положить. Здесь у меня плитка шоколада. Шоколад берете кому какой нравится. Хотите молочный, хотите чистый. Здесь у меня чистый шоколад. 125 грамм это плиточка. От нее мы возьмем ровно половину. Вот эту половину, приблизительно 65-70, 65 грамм где-то, мы измельчим тоже. Шоколад тоже отправляем в тесто. Теперь мы все хорошенько перемешаем. Сегодня буду я его печь в круглой форме. Форма у меня 26 сантиметров. Ну, можете точно так же спечь в любой форме. Духовку, как только начинаем делать тесто, духовку сразу же включаем на 170 градусов. Равномерно
Распределим тесто. Очень вкусный получается пирог. И шоколада, и орех идет очень мало, но достаточно изменяет вкус яблочного пирога и шоколад, и орехи. Попробуйте, мне кажется, вам всем понравится. Наш пирог отправляем выпекаться на 170 градусов. Печется приблизительно 35-40 минут. Смотрите, какой замечательный пирог у нас получился. Пекся он у меня ровно 45 минут. 170 градусов, 45 минут вверх-вниз. Каждый может украсить этот пирог по своему уже желанию. Можно растопить шоколад, полить его шоколадом растопленным, украсить орехами. Чем хотите. Даже просто сверху шоколада насыпать орехи, и то получится уже такой у нас праздничный тортик. Нежный, вкусный и очень-очень такой легкий получается. Он еще горячий, посмотрите, какой он внутри. Аромат стоит бесподобный. Корица, шоколад. Очень-очень вкусно. Попробуйте, мои дорогие, приготовить. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний рецепт. Все, кто любит пироги с яблоками, фруктовые пироги, я думаю, им понравился мой рецепт. Попробуйте приготовить. До новых встреч. Приятного аппетита. Пока-пока.